Самым большим фондом мира, который владеет активами на сумму 10 триллионов долларов, является BlackRock. Под его управлением находятся акции десятков американских компаний, он инвестирует миллиарды долларов в фондовый рынок, поддерживает развитие стартапов, занимается инвестированием в сырьевой рынок, покупает нефть, золото, а также спонсирует развитие новых технологий. И учитывая, сколько денег имеет BlackRock, он не просто управляет различными активами, а управляет целым миром. Ведь на сегодняшний день BlackRock, а конкретно его гендиректор Ларри Финк, считается одним из самых влиятельных людей США. Сейчас очень сложно найти компании, в которые не инвестировал бы BlackRock, и практически все, чем вы пользуетесь, находится в руках трех фондов – Vanguard, State Street и, конечно же, BlackRock. Но когда компания имеет триллионы долларов и ее цель зарабатывать на инвестициях, естественно, она не пройдет мимо крипты, которая предлагает максимально высокие проценты прибыли. 15 июня BlackRock уже объявил о подаче заявки на создание первого спотового биткоин ETF на рынке США. Правда, это далеко не первый шаг, который делает BlackRock в сторону крипты. Компания уже давно занимается изучением крипторынка, поскольку Ларри Финк очень оптимистично настроен на его будущее. Вот только найти в интернете, какие конкретно монеты покупает BlackRock, просто нереально. Но мы проделали для вас очень большую работу. Проанализировали десятки компаний, с которыми сотрудничает BlackRock, и нашли несколько монет, в которые инвестирует самый большой фонд нашей планеты. Поэтому смотрите видео до конца, и вы узнаете название этих монет. Данное видео выходит только благодаря вашей поддержке, ведь под этим роликом вы набрали 1000 лайков. Поэтому если вы желаете увидеть вторую часть этого ролика, в котором мы найдем еще монеты, связанные с BlackRock, давайте снова наберем 1000 лайков. Именно ваша поддержка влияет на выход новых видео, поэтому заранее вам спасибо и давайте начинать. Всем привет, друзья, меня зовут Влад, и вы на канале Coin22. Вы нас часто спрашиваете, а как зарабатывать на криптовалюте? Ответ максимально простой. Главное – это вовремя получать актуальную информацию. Искать ее самому очень долго, но для этого есть наш телеграм Coin22. В нашем телеграм вы сразу получаете самые актуальные новости, эксклюзивную информацию из Твиттера, а также даты важных событий. Мы не всегда успеваем снимать видео на YouTube, но в телеграм мы 24/7 на связи, и только наши подписчики остаются первыми в курсе всех событий. Поэтому обязательно подпишись по ссылке в описании, и ты каждый день будешь знать, что происходит на рынке крипты и как на этом заработать. А конкретно сегодня мы поговорим о BlackRock. Кто не в курсе, что такое BlackRock, давайте вкратце расскажу. История создания компании похожа на сюжет какого-нибудь фильма, ведь в 1988 году Ларри Финк и еще 7 его коллег создали BlackRock в одной арендованной комнате, а имея банковский кредит в размере 5 миллионов долларов, они смогли начать управлять активами, которые были выгодны клиентам, и спустя всего 35 лет эти 5 миллионов превратились в 10 триллионов долларов, благодаря тому, что они грамотно управляли активами и предоставляли максимально простой формат инвестирования для обычных людей. BlackRock – это очень авторитетная компания в США, в ней работали правительственные чиновники, администрация президента Байдена, а во время кризиса 2008 года BlackRock вообще помогла ФРС с управлением активами, чтобы смягчить жесткие последствия кризиса. И похожая ситуация произошла в 2020 году, во время пандемии, когда BlackRock вовремя выкупил ряд компаний, чтобы те не объявили о банкротстве. Сейчас, если взять только портфель акций, то в нем находится почти 5500 американских и мировых компаний. В пятерку крупнейших акционеров входят Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, а также Google, и они составляют больше 14% от портфеля акций BlackRock. Чтобы лучше понимать масштабы этой компании, BlackRock контролирует больше денег, чем ВВП каждой страны мира, кроме США и Китая. И если бы это была страна, она была бы третьей самой богатой страной на Земле. Открытые заявления и партнерство с многими криптокомпаниями BlackRock начала активно делать в прошлом году, после того, как заключила партнерство с биржей Coinbase, которая сейчас является главным криптопартнером BlackRock. Со стороны инвестиций в отдельные монеты, то главной криптой, в которую инвестирует компания, конечно же, является биткоин. Несмотря на то, что BlackRock подали документы на создание биткоин ETF, у них уже есть траст-фонд по биткоину, который они создали
сказали еще в августе прошлого года, и это было сделано спустя неделю после того, как BlackRock объявил о сотрудничестве с Coinbase. Также в начале года BlackRock выделил $15 миллиардов для своего специального фонда на фьючерсы биткоина, которые торгуются на товарных биржах США. А еще связь биткоина можно отследить благодаря тому, что компания инвестирует в самого большого биткоин-кита MicroStrategy, который имеет 140 тысяч биткоинов и управляется Майклом Сейлором. BlackRock владеет пакетом акций на 7,3%, и по сути это является прямым инвестированием в биткоин, только через другую компанию, которая имеет его у себя в активах. Второй не менее популярной криптой, в которую инвестирует самый большой фонд мира, является Ethereum, поскольку Ларри Финк очень сильно поддерживает идею создания токенизированных активов. Вообще ни для кого не секрет, что эфир — это вторая монета мира, и она привлекает внимание многих крупных инвесторов. Так вот, есть большие шансы, что после запуска спотового биткоин ETF следующим будет запущен BlackRock Spot Ethereum Private Trust уже в этом году. BlackRock дал понять, что он увеличивает свой интерес к индустрии цифровых активов, а Ларри Финк сказал, что токенизация ценных бумаг — это будущее в космосе, а это значит, что фонд Ethereum будет направлен не только на инвестирование в эфир, а и на развитие токенизации. И мы наглядно видим, что произошло с рынком крипты, когда им активно заинтересовались крупные фонды, такие как BlackRock. Биткоин вырос на 25%, эфир на 18%, а другие монеты также показали высокие проценты прибыли. Но если вам не удалось заработать на этом движении, расстраиваться не стоит, ведь вы можете воспользоваться подпиской Coin22 Pro. Подписка Pro работает очень просто. Вы получаете готовые сделки, например, как в случае с монетой Polygon, где будет указано, на каком уровне необходимо открыть позиции, а на каком фиксировать прибыль. Такие сделки вы будете получать ежедневно и зарабатывать на движении рынка, даже когда он падает. Благодаря такому формату зарабатывать могут и новички, потому что перед началом торговли мы предоставляем подробное обучение и дальнейшее сопровождение. На этой неделе нас ожидают два выступления Джерома Пауэлла, во время которых рынки очень волатильны, поэтому не упускай данную возможность для заработка, а переходи по ссылке в описании и присоединяйся к подписке Pro. Что ж, с инвестициями BlackRock в биткоин и эфириум все понятно, и ничего особенного в этом нет. Теперь давайте перейдем к более интересным и менее капитализированным монетам. Как вы уже поняли, Ларри Финк является ярым фанатом токенизации активов. Так вот, есть такой швейцарский финтех Torres. Данная компания занимается выпуском цифровых и токенизированных активов. И буквально в начале июня этого года компания объявила о сотрудничестве с блокчейном Polygon. Это партнерство создает еще одну связь между криптоиндустрией и европейским банковским сектором. Torres подтверждает, что 70% его клиентов используют его возможность токенизации, в список которых входят Arab Bank Switzerland, Credit Suisse, а также Deutsche Bank. Именно эти компании собрали $65 миллионов финансирования в начале этого года для Torres и продолжают поддерживать эту компанию по сей день. Но вы, наверное, спросите, а при чем здесь BlackRock? А я вам отвечу. Во-первых, BlackRock имеет 16% акций второго банка Швейцарии Credit Suisse, который непосредственно инвестирует в Torres и Polygon. А буквально пару недель назад Credit Suisse полностью перешел под управление банка UBC, и на данный момент у BlackRock находится более 5% акций этого банка. Поэтому, сложив цепочку из пару компаний и банков, можно понять, что BlackRock поучаствовал в поддержке и популяризации Polygon и монеты Matic. По такому же принципу есть еще одна монета, которая связана с BlackRock, и это можно понять по следующим признакам. Год назад BlackRock запустила специальный биржевой ETF, который позволяет инвестировать в рынок блокчейнов. Новый ETF называется iShares Blockchain Technology. BlackRock заявил, что 75% его холдинга состоит из блокчейн-компаний, таких как майнеры и биржи, а остальные 25% это компании, поддерживающие экосистему блокчейна. Из 50 компаний, которые входят в этот фонд, 35 напрямую занимаются развитием блокчейн-технологий. В первую пятерку активов фонда входят Coinbase, финтех-компания Block, криптомайнинговая компания Marathon Digital Holding и еще Riot Blockchain. Но шестое место в списке самых крупных компаний занимает инвестиционная фирма Galaxy Digital. Данная компания находится в десятке самых крупных держателей биткоина, но помимо этого Galaxy Digital является главным партнером проекта Avalanche. А если взглянуть в портфель компании, то мы увидим, что второе место по количеству монет будет занимать именно AVAX. Galaxy неоднократно выделяла миллионы долларов для развития Avalanche, и учитывая, что Galaxy Digital находится в ETF-фонде у BlackRock, это положительно отражается на монетах, в которые она инвестирует. Также еще одной монетой, которая связана с BlackRock, является
XRP. Напомню, что BlackRock вступил в партнерство с Coinbase еще год назад, чтобы предоставить доступ к цифровым активам своим пользователям. Так вот, профессор Кенниман, который уже долгие годы работает с Ripple, после объявления о партнерстве BlackRock и Coinbase сообщил, что один из создателей XRP в 2017 году является главой подразделения цифровых активов BlackRock. Также Кенниман подчеркнул, что BlackRock наняла разработчика Ripple еще в 2019 году, чтобы возглавить свое подразделение цифровых активов. Но самое интересное, что два разработчика, которые напрямую связаны с Ripple, сейчас один из них работает в BlackRock, а другой продолжает работать в Ripple. Вообще Ripple — это очень известная компания в США, и многие банки, в которые инвестирует BlackRock, поддерживают эту компанию. Конечно, открытый портфель со всеми монетами BlackRock никогда не покажет, ведь представьте, что будет с рынком, когда компания с капиталом 10 триллионов долларов объявит, что покупает ту или иную монету. Вот, например, BlackRock только заявку подали на ETF, а биткоин уже вырос на 20%. Но тем не менее лучше инвестировать в те монеты, которые имеют поддержку от крупных компаний или фондов. Ведь так ваши риски будут значительно меньше. А это была первая часть с монетами самой большой инвестиционной компании мира. Выход второй части будет зависеть напрямую от вашей поддержки. Так что не забывайте ставить лайк, переходите в наш телеграм-канал, чтобы не пропускать важные новости, и задавайте все интересующие вас вопросы в комментариях. С вами мы увидимся уже в следующем видео, поэтому всем удачи, до скорых встреч!